Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! В этом видео мы с вами поговорим, как вяжется этот красивый веселый узор круглой кокетки. Я создала этот новый узор для именно круглой кокетки и именно для вязания сверху вниз. И узор назвала «Летний сад». Для вашего внимания я предоставляю два варианта вязания кокетки. Один вариант в виде пуловера с цельной полочкой. И второй вариант в виде кардигана с планками для застегивания. Кому какой вариант хочется вязать, вот предоставляю вам для удовольствия оба варианта вязания. Для создания кокетки можно применить от 12 раппорта узора до 20 раппорта. Когда применяете в кокетке 12, 13 или 14 раппортов, у вас кокетка получится более конусовидной. А когда применяете большее число раппорта, например, 15, 16 или 20, у вас кокетка получится более такой широкая, более кругловатая. Поэтому я вам советую, смотря на ваши размеры, примените количество раппорта. Например, когда вы применяете 12, 13 или 14 раппортов узора, тогда примите, когда вы вяжете для размера с узкими плечиками или когда размер меньше от 46 размера. В среднем надо применить 15, 16, 17 раппортов узора. А когда будут совсем большие размеры, тогда можно применить даже 20, 21, 22 раппорта узора. Ну, конечно, когда вы примете больше число раппортов, тогда вам обязательно придется корректировать количество петель на раппорта на количество петель горловины. Тогда, конечно, вы будете применять, сколько петель нужен для горловины. И когда закончите горловины, вы потом будете добавлять нужное количество петель для начинания вашего узора. Когда кокетку вяжете в виде пуловера, тогда у вас вяжется раппорт за раппортом. И вязание у вас пойдет по кругу. И будете делать расчеты на общее количество раппорта узора. А вяжете когда кардиган, тогда обязательно кроме петли раппорта вам придется еще добавлять одну петлю для симметрии узора и количество петель для планки с обеих сторон. Например, вот в моем кардигане принято 13 раппортов узора. И кроме этого мне добавлена одна петля для симметрии и по 10 петель, 20 петель для планки. На общее количество раппортов узора добавлено еще 21 петель. Петель для планки по 10. У меня одна петля связана лицевой петлей от начала до конца. И одна петля связана изнаночной петлей от начала до конца. И потом 8 петель связано платушной вязкой для планки. Почему я так делаю? Вот это крайний элемент узора, чтобы видно было, отделяя от планки, вот так я 2 петли провязываю. И у меня здесь будет видно
и этот узор, и отдельно видно будет планки. В области горловины, когда мы набираем петли, петли у нас должны быть в нечетном количестве, потому что после петли планки вы начинаете с петли изнаночной петлей вашу резиночку, и до этой планки тоже резинка у вас закончится изнаночной петлей, потом начнется петли планки. И на это вы обратите внимание, чтобы у вас получилось симметрично, зеркально в области планки. Насчет длины готовой кокетки. Это, конечно, зависит от вашей толщины пряжи и от вашей применяемой номер спицы. Здесь у меня розовая пряжа более тоненькая, чем голубая пряжа. А спицы я применила оба варианте 3,5. И у меня розовая кокетка получается в готовом виде, когда я не добавляю горловину, 20,5 сантиметров. А голубая кокетка получается 23 сантиметров. И кокетка в готовом виде, соответственно, будет к размеру 40, 42, 44. А начиная с 46 размера вам обязательно придется разделить и отдельно вязать еще регланные линии, чтобы расширить тело и рукава кофточки. Вот у меня в голубом кардигане показано, вот так я добавила еще регланные линии и расширяла части кофточки. Вы еще знаете, круглую кокетку, когда мы вяжем сверху вниз, применяем азиатский росток. Я всегда, когда вяжу круглую кокетку сверху вниз, применяю только азиатский росток. И азиатский росток, многие из вас знаете, вяжется дополнительные ряды на спинной части тела кардигана. Вот здесь вы будете удлинять эту часть, добавляете росток, и у вас потом здесь образуется такое углубление передней части кофточки. Теперь, друзья, давайте хорошенько объясню насчет схемы узора. С красной линией очерчен наш раппорт узора. Пустые клетки, в которых здесь нет петли. Узор раппорта начинается с 8 петель, и по ходу вязания добавляются петли. В конце раппорта будет по 20 петель. И узор вяжется в течение 68 рядов. Узор в основном вяжется на нечетных рядах. Но здесь обратите внимание, вот этих рядах, которые я начертила карандашом, отделила для вас, чтобы вы обратили внимание, вот 53, 54, 55, 56 рядах узор вяжется во всех и четных, и нечетных рядах. Когда вы вяжете вязание по кругу, тогда вам не трудно будет вязать на четных рядах. А когда вяжете разворотными рядами, вам придется вязать узор и на изнаночной стороне полотно. Это будет 54 и 56 ряд. Конечно, многие из вас затрудняются вязать на изнаночной стороне, поэтому в конце видео я вам покажу, как мы будем
вязать узор на изнаночной стороне на 54 или 56 ряду. Насчет условного обозначения, друзья. Здесь многие знаки вам знакомы. Вот вертикальные палочки, лицевые петли, горизонтальные палочки, изнаночные петли, кругляшки, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе с наклоном вправо, 3 петли вместе, а черная точка у нас шишечки, 2 петли вместе вяжем изнаночной петлей. Еще у нас здесь встречается вот такой знак. Знак сам по себе показывает, что из 3 петель образуем 5 петель. И это как вяжется, будет отдельное объяснение в конце этого видео. Еще в конце видео я вам покажу, друзья, как я вяжу эти шишечки. Еще покажу, как вязать 3 петли вместе, и вам не будет никаких трудностей. Еще по краю раппорта узора, друзья. Когда мы вяжем 3 петли вместе, из 3 петель 1 петлю мы берем от предыдущего раппорта. Образуем 5 петель. Из этих 5 петель будет 2 петли для предыдущего раппорта, а 3 петли настоящего раппорта. А после раппорта то же самое. Когда мы 3 петли вяжем вместе, 1 петля у нас будет с настоящего раппорта, 2 петли будет со следующего раппорта узора. Центральные петли я вот так обозначила жирными буквами, чтобы было вам понятно. Когда вы вяжете пуловер с круговым вязанием, у вас раппорт идет по этой схеме. А когда вы вяжете кардиган с разворотными рядами, друзья, на этом стороне и на этом стороне раппорта узора связано этот элемент 2 петли вместе и провязаны из них 3 петли. Друзья, когда готова будет наша кокетка, мы должны распределить петли кокетки на части кофточки. Это будет перед, спинка и 2 рукава. И я вам сейчас объясню, как я распределяю петли на части. Я всегда применяю свой стандартный метод распределения при вязании кофточки с круглой кокеткой. И когда мы распределяем петли кокетки в кофточке и в кардигане, у нас немножко расчеты отличаются. Когда мы распределяем в кофточке, тогда у вас идут расчеты вот таким образом. Петли готовой кокетки мы берем 100%. Из них 38% будет 2 рукава. 62% будет тело. Это будет спинка и перед.
В этой кофточке готовой кокетке 240 петель. Чтобы определить 38% из этих петель, мы 240 умножаем 38 и делим на 100. Получается 91 и чем-то. Но здесь мы берем четное количество петель, берем 90. Когда мы делим на 2 рукава, у нас будет 1 рукава по 45 петель. Теперь определить количество петель для тела. Мы будем от 240 отнимать вот это 90. У нас останется 150 петель. Когда мы делим на 2 части перед спинка, у нас получается по 75 петель. Схема вязания готовой кокетки. Спинка 75 петель, рукава по 45 петель и перед 75 петель. И еще здесь один нюанс, друзья. Вот эти цифры, особенно перед и спинка, должна получиться в нечетном количестве, потому что когда мы распределяем петлю по переду, центральная петля узора должна совпадать на центральную петлю переда. Вот здесь у нас должен быть центр переда. А эта центральная петля у нас имеется 1 петля. На схеме тоже обозначена жирной буквой. Вот у нас сейчас имеется вот эта петля, вот эта петля. Если хотите сделать центральную петлю, вот эту петлю, можете сделать тогда вот эту петлю. Ну, кому как нравится. Я думаю, красиво выглядит, когда мы сделаем центральную часть переда, вот это элемент узора. И это у нас состоит от 1 петли. И поэтому, чтобы перед и спинка у нас получилась в центре этого элемента, имеется 1 петля, поэтому, когда мы делаем расчеты, эти петли тоже должны быть в нечетном количестве. Если вдруг по ходу распределения у вас получится здесь в четном количестве, друзья, ничего страшного, тогда 1 петлю возьмите с рукава, добавьте на перед, из 1 рукава 1 петлю отнимите и добавьте на спинку. И у вас получится перед и спинка в нечетном количестве. Давайте, друзья, теперь сделаем расчеты для кардигана.